То есть социон можно по-разному рассадить. И вот разные рассадки, они приводят к тому, что начинаешь общаться с рядом сидящим или не общаться. Тогда что ты делаешь? Вот один из вариантов вам представлен. Вот. Это не наш вариант, я его нашел, но интересный. Вот. И технические есть задания, да? Кроме общения, потому что вы рядом оказались на сиденьях, еще возникает вопрос, а кого посадить вперед, кого посадить назад, кого как посадить возле зеркала, возле двери, например, и тому подобное. Вот такие вещи, больше функциональные. Так вот, получается, по этой рассадке за руль надо посадить инспектора. Вот. И характеристика такая, инспектор-водитель, но почему-то такая характеристика, он одновременно и милый, и сердитый. Можно ли так сказать об инспекторе, что он может быть одновременно и милый, и сердитый? Что-то в этом есть, может быть. Он строгий ведет, строго ведет, так как ему кажется правильно. Вот. Но в то же время он может и шутить, и любезничать с дамами, и у него это получается. Корректный такой, да. Вот, шутить еще может вот это вот, что администратор вряд ли это сможет сделать. Поэтому получается, исходя из того, что как бы водитель ведет, а люди могут злиться или быть недовольны, или остановить, я хочу выйти, и надо быть с некоторыми таким, а с некоторыми другим, то может быть в этом смысл есть, что инспектора надо посадить, как управленца, ну, такого твердого, убежденного и умеющего по ролевой этике, да, со всеми показывать, кому надо улыбнуться, а на кого надо как бы наорать. Вот. Но, оказывается, рядом должен сидеть администратор, или он сам там находит себе такое место, который следит, а правильно ли выполняет все эти технические операции инспектор. Да? Получается, надсмотрщиком над ним. И здесь так написано. Следит, как инспектор ведет машину, и иногда дает ему советы. Но мне кажется, что не иногда, а довольно часто. Довольно часто. И мне кажется, что это так разогреет инспектор, что не могут в результате и подраться. Вот здесь кто-то кого-то высадит просто. Что? Кто-то кого-то высадит. Да, кто-то кого-то высадит. Причем там ни одного, ни другого высадить нельзя. Реально. Но там высадить нельзя, и возникает проблема, которая здесь не обозначена. Что делать, если они поссорятся? А это очень вероятно. Остановиться и подраться всем автобусом. Так администратор не будет драться. А кто его спросит? Третий идет у них по списку хранитель. Хранитель себе сидит сбоку и следит за дорогой. Причем по их версии хранитель смотрит на дорогу сзади, которая сзади остается. Они подчеркивают, что хранитель как бы консервативный, там, привязанный к семье, может быть, к семье, ну, к своей территории, к своему там участку, к своему добру, к своим знакомым. И, короче, он смотрит назад. Вот оно там осталось, я его покидаю, что с этим будет. Наверное, они вот это имеют в виду. Хранитель должен контролировать тех двух, которые впереди по этим отношениям. Да, сейчас будет оно. Не подрались, да? Ага, чтобы не подрались. Нет, вмешиваться, когда они подерутся. Сейчас это будет. Вот хранитель смотрит назад. Рядом с ним сидит предприниматель. И смотрит вперед, наоборот. И они такое впечатление, что они общаются. Хотя они дуальная пара, да? И здесь единственная дуальная пара, которая сидит вместе. Это хранитель и предприниматель. Но они, получается, не общаются, потому что смотрят в разные стороны. Возникает вопрос, кто должен подключиться, чтобы один смотрит назад, смотрит вперед, чтобы они как бы сошлись и начали разговаривать о дороге, да? Вот, о том, что вот здесь и сейчас, а не то, что впереди там это предприниматель, который как бы устремлен вот, в свои дали, да, в освоении новых земель, и хранитель, который боится, вот здесь оно осталось, что будет с моим хозяйством, например. Вот там они, там, как бы кто-то зайдет, украдет, там имущество повредит, вот такие могут быть мысли. Дальше. Предприниматель, я сказал, смотрит на дорогу впереди. Пятым за ними сидит лирик. Что делает лирик? Вот. Пишет в своем дневнике. Пишет стихи. Пишет в своем дневнике. Что он пишет, непонятно. Но дневник. Ну что-то пишет там, какую-то повесть может какие-то стихи пишет, может действительно вот воспоминания какие-то, чтобы потом, когда вернуться после этой поездки, вспоминать, что я в этом автобусе был, вот мы так сели, они там все подрались. У нас были надежды такие, мы все надеялись, что будет хорошо, а закончилось совсем не так, как мы надеялись, и тому подобное. Наверное, вот такую напишет историю в своем дневнике. Вот, он только начал писать здесь, когда они вернутся. Дальше критик сидит
они сидят в одиночке почему-то. Лирик и сзади на сиденье тоже, на боковом сиденье никого нет критик. Критик просто читает свою книгу и все. Ну, это Уткнулся, понятно. книгу читает. Может такое быть, да? Может Конечно. быть. Вот. Но это не обязательно книга, может быть, я не знаю, там смартфон или еще что-то, какой-то iPad или еще что-то, какой-то текст, короче, читает, какую-то информацию изучает. Может быть, он понимает, что впереди там будет как бы новая какая-то географическая местность, он изучает там ее какие-то данные, вот, правильно, вот какие там высоты, какая там глубина, если это море у берега, какая береговая линия, какие там находятся рядом местности, вот и тому подобное, какие там средние температуры, часто ли идет дождь, вот такие вот вещи, например, изучают. Так, дальше. Кто сидит за критиком? Мастер. Вот мастер меня вообще удивил, как они воспринимают мастера. Что делает мастер? Значит, я так понял, что мастер от скуки, от безделья начинает сжигать все, что под руку попадется. Сжигать. Зажигалкой, наверное, как-то трудно сказать. Вот он тут сидит, вот, и что-то там сжигает. Вот, бумажки или я не знаю что. Ну вот это удивительно. Мне кажется, мастер не будет так себя вести. Это понятно. Кто же ему разрешит в автобусе-то Вот это сжигать? и делает. Видите, мастер у них хулиган, но они действительно его как такого хулигана описывают. У них такой образ, который не соответствует нашему образу. Мы будем сравнивать, у нас сенсорная интроверсия впереди. Вот, короче, от скуки, от безделья начинает что-то портить, например, там, сжигать какие-то бумажки. Дальше у нас идет после мастера гуманист. Он сидит как бы сзади, но посередине автобуса. На заднем сиденье, но посередине. И гуманист наблюдает за всеми и размышляет о том, что человечество сошло с ума. Его надо лечить. Вот. Но в этом тоже есть перекличка с нашим образом типа. Мы же как видим как бы, гуманиста в этом обществе, где полно комфорта, физического комфорта, но очень много душевных болячек. Да? Вылезают те проблемы, которые обычно люди как бы ими не заморачивались. И в обществе начинается много девиаций, отклонений, психических болезней. И с этим надо что-то делать. То есть действительно мир сошел с ума. И гуманист думает, как бы его вылечить, вот как бы его привести в нормальное состояние. Так. Ну, потому что социон это 4-я квадра, грубо говоря. И там начинают люди сходить с ума. Но если рядом сидит мастер из своей же квадры и поджигает автобус, это что, не сошел с ума? Сошел. Потому что может быть и такое. А еще рядом маршал, который... А, да, с другой стороны маршал сидит. Который показывает. Почему-то они посадили маршала, который смотрит назад и что он делает? Он начинает ссориться с водителями автомобилей, которые едут сзади, и которые, наверное, сигналят. Он начинает им там показывать средний палец, или начинает им грозить кулаком. Забава такая, между прочим. Это забава. Получается, посадили гуманиста вот, между двумя разбойниками. Один сжигает автобус, а другой грозит, я сейчас тебя убью, там ты меня неправильно обгоняешь. Я обгонял в принципе, это первое. Очень я слабо представляю, чтобы маршал такое делал. Это легко, да? А кто это будет делать реально в автобусах? Нет, если брать... Политик может еще. Да, Политик, если да. брать подростковые компании вот в этих автобусах, Ну да. протежестных, там обязательно кто-то сзади будет сидеть. Да, там и нет, Это будет наставник. На задних Наставник. сиденьях хулиганы садятся. Это самые такие. Это наставники и политики. Политик, маршал, наставник. Почему если вы туда рекомендации. посадили гуманиста? Вот этот вопрос меня тревожит. Ну, понятно, что те сами сели. Там как бы нет контроля, они что хотят, то и делают. Почему гуманиста туда? Так ему надо всех видеть, он же... Нет, гуманист там не сядет, это однозначно. Нет, гуманист там не сядет. Куда он Вообще, сядет? как мы За видим, первую парту. Не, он сядет рассадке, так, как чтобы мы не быть видим по заметным. рассадке Где-то в середине. интровертов этических, которые к нам приходят, они любят сидеть немножко в стороне, все-таки в стороне. И чтобы не было рядом раздражающих факторов, то есть не рядом с какими-то бурными людьми, это точно. Так, кто там еще едет? Там едет советчик. Советчик едет. Смотрите, 10-й пункт советчик. Это по правую сторону советчик сидит вместе с искателем, почему-то они сели вместе. Группа. Что делает советчик? Советчик заснул
и видит сны о параллельной вселенной. Не знаю почему так. Мне не кажется, что вот не успел сесть и уже заснул. Это лирист. Может, да, может быть мечтает, но не заснул. Вот, о какой-то параллельной вселенной. Вот, видит сны написано. Так, что еще здесь происходит? Рядом с ним сидит кто? Рядом с ним сидит искатель. Искатель сидит. Что делает искатель? Вот, общается с советчиком, но каким образом? Который спит. общается? Да, который почему-то спит. Значит, Не заметил, что он спит? он шепчет ему какие-то слова, внушающие что-то на уровне подсознания. Пытается воздействовать на него подсознание. Вот такое вот. Искатель с советчиком вместе сели, кто-то о чем-то задумался, какие-то видит параллельные миры, а искатель начинает ему что-то нашептывать такое, чтобы гипнотизировать его. Ну, написано, что воздействует на его подсознание. Это группа гипнотерапии. Это получается, это такая, Да, заряжается да. в Павловку. И это видит гуманист, да? И он не понимает, чем они заняты. Ну, мир сошел с ума. Так, кто там еще едет у нас? Ну это Значит, там едет посредник едет. Посредник едет. Посредник что делает? Кушает. Ну вот, мы бы написали, что кушает. Нет, посредник держит наготове свой смартфон. Как только для чего? Чтобы сфотографировать красивый пейзаж, который может появиться. Подтверждаю. Вот так. Согласна. Наставник сидит рядом, тоже держит смартфон и ждет, когда инспектор за нестатом потянется. Или когда маршал найдет таки себе друга там. Вот. Потом сидит дальше, аналитик сидит дальше. Вот что аналитик погружен в свои мысли, размышляет, как решить очередную проблему, которая его волнует. Вот так. Может такое быть? Может. Я действительно могу так поступать, часто так и делаю. Действительно думаю о чем-то своем, но не просто там пейзаж, там параллельный мир, а именно вот сейчас как бы я спокоен, комфортно, нечем заняться, о чем подумать. Ну, над какой-то проблемой, над которой я раньше не размышлял, а сейчас мне представилась такая возможность. И размышляет над проблемой аналитик. Вот. И вот он сидит, вот, возле окна. И здесь сидит еще кто? Сидит политик последний. Вот, А наставник вот где? Наставник с энтузиастом еще, да, извините. Вот эти два человека, наставник и энтузиаст. Значит, наставник и энтузиаст сели рядом, повернулись сразу же, быстро познакомились и начали болтать между собой, вспоминая о своих знакомых, друзьях, там каких-то месте, где они встречались, воспоминаниях и тому подобное. То есть, как бы замкнулись по этике эмоций, включили свою общительность и начали, болтология пошла. То есть ни о чем, но время убивает. Вот так получается. Вот. Здесь аналитик сидит, который вроде бы с ними должен как-то контактировать. Вот они как бы общительные, но оказывается они общаются между собой. Аналитика забыли, вот он думает о чем-то своем, а впереди у него сидит политик. И смотрит, вот стрелочка показывает, в зеркало заднего вида. Но ему все равно, кто там едет, он как бы приукрашивается. Вот что делает политик. Вот может такой политик делать? Может, да. Но его функция не в этом. А как кто правильно сказал, что рядом же находятся эти, которые могут сейчас поспорить и начать морду друг другу бить. И политик должен быстро же сюда включиться, каким-то образом выступить в роли решателя конфликтов, да? Должен разрулить эту ситуацию, вот так. Вот кроме того, там, кто входит, кто выходит, это, как Андрей сказал, как политики раскладывают свои эти самые товары прямо на проходе, чтобы на него обязательно вы натолкнулись, правильно, и он бы минус Е бы вам дал, вот, и как бы так реализовывается его сильное качество. То есть, смотрите, как ни странно, простой рассадкой человека, в неком замкнутом, относительно замкнутом, социона, да, не человека, а социона, в замкнутом пространстве мы можем раскрыть, по сути дела, тип, да, вот не через его, как бы, миссию типа, хотя она тут где-то зашифрована, а просто через его времяпровождение
когда он свободно выбирает себе занятия. Никто не заставляет его, вот садитесь вы вместе, а вы сюда садитесь, у вас тяжелые чемоданы, значит вы тут сядете, вот у вас легкий груз, значит тут сядете. А именно по психологическим предпочтениям, то возникает вот такое представление о соционе. То есть через рассадки, или как психологи, у них есть тренинги с расстановками по Хеллингеру, да, можно действительно моделировать какие-то статические проблемы, которые возникают в неком социуме, в неком мире, где присутствуют все функции. Вот с этим можно Получается, у экспериментировать. вас из 16 типов 2 болтают, один шепчет. Это не у меня, Ну, а вот да, в этой рассадке... А все остальные социума. молчат. Получается, А все остальные глухонемые. Значит, получается, разговаривает еще администратор, потому что он дает указания инспектору. Правильно ли ты? А маршал жестикулирует. Вот, мастер общается, но не словами, маршал общается, но не словами, а действиями, причем силовыми действиями, жестами угрозы. Мастер тоже не молчит, а общается, но общается с предметами, что-то с ними делая, чтобы развлекаться. Правильно? Вот. Они могли бы еще вместе сесть и в карты начать играть сзади, как часто это бывает, да? Когда собираются вместе, там, ну, возвращаются там мужчины в электричке после смены, да, что они делают? Ну, выпивая, само собой, в первую очередь, ну и начинают потом играть в карты. Вот так получается. Вот. Но это как бы на грубом уровне, как у нас бывает. А это на более высоком уровне, когда как бы они в азартные игры не играют, не принято так в этом автобусе. Ну и выпивку запретили с собой проносить. С чем заниматься? Вот, что-то поджигать, правильно? Или с кем-то как бы общаться через стекло, кто пытается меня обогнать. Вот так получается. Вот вам социон в миниатюре. Это наглядная рассадка, многое дает наглядным образным, наглядным способом дает нам понять, что такое социон, вот, предоставленный самому себе.